Тема сегодняшнего занятия — пересечение многогранников, развертки. И сегодня мы с вами должны построить трехпроекция чертеж призмы с отверстием, определить действительную величину сечения, выполнить развертку боковой поверхности призмы. Перед вами само задание. Обращаю ваше внимание на то, что здесь необходимо построение выполнять строго по размерам, те, которые указаны. Нам даны два вида: фронтальный, горизонтальный, а также дано направление секущей плоскости. Тоже указано начало, где находится начало этой плоскости, и угол, под которым она проведена. Эта плоскость, которая пересекает, является фронтально проецирующей. Ну, теперь давайте внимательно посмотрим на задание и сделаем то, что необходимо сделать в самом начале. В самом начале необходимо обозначить точками все те элементы, которые мы будем строить на фронтальной плоскости проекции. А этих элементов два. Первый — вот это отверстие, и второе — сечение. И целесообразно, для того чтобы не путаться, обозначить все эти элементы по-разному. Например, отверстие вот я обозначил буквами А, Б, С, Д, С, а вот идет так: С, А, Б, Д. А само сечение обозначил цифрами 1, 2, 3, 4. Для того, чтобы не удобнее было и не допустить ошибку, не принять одну точку за другую. Затем, после этого, необходимо построить эти точки все на горизонтальной плоскости проекции. Для этого с помощью вертикальных линий связи проводим линии связи вниз и получаем точки. Но обратите внимание, что здесь сложностей особых нет. В каком плане? В том, что они будут все располагаться вот здесь на контуре детали. Все точки. Единственное, надо провести линии связи и точно все эти точечки обозначить. Вот и все, что необходимо сделать. Ну а теперь для построения третьей проекции я поступлю следующим образом. Я возьму, скопирую вот эту проекцию, скопирую, перенесу ее. Так, вот она у меня не вся скопировалась. Вот, скопирую, перенесу и поверну на угол 90 градусов. И 90 поверну. Значит, для какой цели? Ну, для того, чтобы не строить линии связи сюда под углом 45 градусов и далее. Да. Я уже целиком взял, ее туда перенес и непосредственно могу потом построить необходимые линии связи. Что мы сейчас с вами и сделаем. Проведем линии связи. И проведем линии связи с помощью бесконечной прямой. Ну, сначала вертикальной. Значит, мы должны провести горизонтальной, да? Ну, с горизонтальной. Провести через эту точку для построения контура. И плюс через все вот эти точки. Вот они здесь. Дальше это у нас B и 3, потом через точку D, через точку 4, опять через точку 4D, так, опять B и 3, и через точку B3, а через точку А мы не проводили, значит, через точку А. Здесь, здесь проведена. Так, все, через все мы провели, да? Теперь проведем такую же линию связи через горизонтальные точки здесь. Ну, здесь точка внизу, вот точка, вот
далее это и это. Все. Все необходимые точки построили. Ну а теперь давайте будем по порядочку. Сначала мы построим контур самой детали. Сама деталь, строить ее проблемы нет. Вот ее контур. Но проблема есть с отверстием. Значит, давайте мы должны построить, чтобы построить отверстие, точки вот эти А, Б, Д, С. Значит, начнем с точки А. Значит, точка А у нас вот она идет, левая, и вот она здесь находится. Это точка А. Дальше, следующая точка идет точка Б. Вот, получается у нас. Смотрим. А, Б, да? Вот они, мы повернули эти точки. Вот точка А, точка Б. Значит, она находится здесь же, но с обратной стороны, да? Дальше, с этой стороны смотрим. У нас точка Б, Б. Вот она будет находиться здесь. Поставим эту точку. 1. 1. Дальше. Потом точка С. Вот эта точка С. И вот эта линия идет точки С. Дальше с этой стороны С и С. Вот она будет. И, собственно говоря, все, что нам... Так, давайте проверим, правильно ли мы сделали. С поставили правильно. А вот тут, наверное, нет, да? Она должна быть у нас вот тут. Вот так. Проверим. D и C, вот она, да, на одной линии. Все, теперь мы можем построить, да, ну да, построить контур отверстия и нашей самой детали. Для этого начнем отсюда. Идет у наша деталь вверх. Так, и далее смотрим вот сюда. У нас здесь мы видим точку и потом Б, да? Точку, потом А. Значит, мы строим вот так. До точки. Потом следующая точка, вот эта. Значит, до нее строим. Дальше, потом контур детали. Возвращаемся обратно. До контура. Вверх. Опять точно так же симметрично мы строим. Вот здесь, здесь и здесь. Построили. Ну, также у нас здесь есть ребро. Это ребро должны мы тоже построить. Снизу вверх. Вот в чем смысл. Обращаю ваше внимание, что когда мы строим, то мы строим, вот начиная с точки вот здесь ребра, и дальше идем влево, вот точка ребра, влево, потом вниз до точки С, вниз до точки С, вправо до ребра, вправо до ребра. И получили мы наше сечение, получили наше саму контур детали. Можно было еще, чтобы точно построить без всяких проблем, было обозначить вот эту точку. Вот эту точку, которая располагается вот здесь, на ребре. Эту и вот эту здесь внизу. Эта точка была бы где? Вот здесь. И точно так же вот эта точка находилась бы в этом месте. Ну, было бы, может быть, удобнее. Я ее специально не обозначал, но удобнее было бы так построить. Так, теперь давайте построим сечение, само сечение. Точки сечения у нас есть. Точки сечения есть. И где же это сечение будет у нас здесь, на плоскости горизонтальной? Ну, для этого давайте попробуем его построить. Значит, сечение у нас должно находиться. Вот начинается оно там, где точки 4. Вот здесь. Провели. Дальше это сечение идет до точки Б, то есть вот до этого места.
не до точки B, до точки 3. До точки 3. Значит, вот точка 3. Так. Вот так. Итак, это первый кусочек сечения. Дальше у нас идет пустой промежуток. Пустой промежуток. И далее идет точка у нас вот это. Это 1. Вот точка. Точка 1 должна быть у нас. Не точка 1. Точка 1 здесь, а это точка 2. Здесь я ее обозначил не совсем верно. Это у нас будет точка 2, 1. И вот эта точка тоже будет у нас 2, 1. Вот так. И эта точка будет у нас 2, 1 должна быть. Вот так. Значит, проводим здесь сверху вниз. И вот так. И замыкаем. Ну, чтобы было нам это понятно, давайте это мы заштрихуем. То есть у нас должно быть вот это заштрихована часть и вот это. Вот. Вот то, что заштриховано, у нас есть сечение. Ну, теперь давайте точно так же построим здесь. Сначала построим точки, которые принадлежат сечению. Которые принадлежат сечению. Ну, первая точка это 1. Она должна лежать вот здесь. Есть. Дальше точки 2. Точки 2. Где они будут? Вот они будут лежать. У нас должны они лежать, эти точки 2, вот здесь, вот она наша это прямая, и вот она здесь прямая. Значит, должна лежать вот в этом месте точка, и вот здесь с противоположной стороны. Все, первый кусочек сечения у нас есть. Это будет идти у нас вот так, сюда и сюда. Ну и его заштрихуем. Есть. Дальше второй кусочек сечения начинается вот здесь. Вот здесь. И, смотрите, заканчивается в точке 4. То есть обозначим сначала вот точка 4 у нас. И точка 3. Точка 3 у нас находится вот здесь, в этом месте. Посему наше сечение получается вот такое. Отсюда до сюда. Вот так. Опять же заштрихуем, чтобы нам было понятно. Есть. Вот получилось наше сечение такое. Теперь удалим лишние линии связи. Удалим объект, который нам уже не нужен. Вот получился у нас такой готовый результат. Да? Готовый результат. Не хватает нам здесь прямой линии. Вот здесь и здесь. Это линия, которая показывает у нас сечение.
Ну а также у нас еще есть отверстие, да? Это отверстие, оно проходит тоже вот отсюда, из этой точки до этой точки. Вот пунктирная линия и вторая пунктирная линия вот здесь, из этой точки до этой точки. Провели. Теперь нам необходимо построить натуральную величину сечения. Ну, для этой цели мы с вами сделаем следующее. Скопируем вот эту линию сечения. То есть воспользуемся методом перемены плоскостей проекции. И перенесем эту ось вот сюда. На этой оси проведем перпендикуляр. Ну, вот сюда проведем перпендикуляр. И этот перпендикуляр мы скопируем. Поставим его во все вот эти точки. А теперь непосредственно будем строить само сечение. Само сечение мы будем строить красным. Теперь смотрите, вот это расстояние, это действительно величина сечения, это вот эти точечки все есть. А перпендикулярно размеры мы будем брать вот отсюда. Вот отсюда. Для этого померим. Вот это первая точка 1. Здесь размер 0. Дальше вторая точка, вот она, 2. Значит, мы должны размер померить отсюда до сюда. 16 миллиметров. Поэтому мы вот здесь откладываем отсюда сюда 16 миллиметров. Построили и в противоположную сторону тоже. Ну, соединяем сразу и получаем кусочек сечения. Теперь здесь второй кусочек. Значит, померим сначала размер отсюда до точки 3. 19 миллиметров. Ну и померим сразу здесь в точке 4. 4. Теперь эти размеры отложим. То есть вот тут отложим 19 миллиметров. С противоположной стороны 19 миллиметров. Дальше и кусочки по 4 миллиметра. Миллиметра. Соединяем. И получаем наше сечение. Заштрихуем. Это третий пункт, это получается второй пункт нашей задачи. Ну и теперь остался у нас пункт третий. Третий пункт нас требует построить развертку. Развертка боковой поверхности призмы будет представлять собой что? Прямоугольники, да? Прямоугольники. Но здесь вся проблема и тонкость заключается в том, что где нам правильно узнать размеры этих прямоугольников. Очевидно, что когда мы будем смотреть на плоскость фронтальную, то все вот эти вертикальные размеры, они будут соответствовать натуральной величине. В то же время, когда будем смотреть на плоскость горизонтальную, то все вот эти размеры будут соответствовать натуральной величине. Поэтому что мы делаем? Вычерчиваем. Вычерчиваем так. Выбираем отрезок. Мы должны начнем с этой стороны. Прочертить этот отрезок.
Длина этого отрезка, мы ее сейчас измерим, сколько она будет. Вот длина. Так, параллельным размером нам надо построить. Отсюда до сюда. Сюда 42 миллиметра. Значит, вычерчиваем отрезок. Так, 42 миллиметра. И высота. Высота этого отрезка, вот она здесь показана у нас. Это 82 миллиметра. 82 вверх. Ну, так, по горизонтали это будет у нас 42 и вниз. Теперь еще второй кусочек. 42 и вниз, вот до этой величины. Соединяем. То есть мы одну и вторую сторону начертили. Вот эти стороны, они будут выглядеть одинаково, поэтому их, как правило, не чертят, смысла в этом нет, а показывают вот таким вот образом. Ну, это означает, что том будет точно так же. Точно так же. Ну, вот сюда до конца. Так, все готово. Так, теперь осталось нам, ну, сама боковая поверхность готова. Осталось построить здесь отверстие. Для того, чтобы его построить, нам надо что? Найти положение точки С, точки D, B и A. Как эти положения найти? Вот давайте посмотрим. Значит, точка С будем строить сначала, находится на высоте какой? Вот такой. Это 12 миллиметров. А отступать она будет сколько? Вот она точка С. Померим вот это расстояние. Так, 14 миллиметров. Значит, 14 и 12 вверх. Поэтому мы должны отмерить так. Отсюда 14 миллиметров. И 12 вверх. Построить. Вот в этом месте должна находиться точка С. Так ее и обозначим. Ну, а это построение нам не нужно. Значит, подпишем, что это есть точка С. Подписали. Ну, поближе ее принесем вот сюда. Так, дальше. Следующая точка. Эта точка будет у нас, вот смотрите, вот эта центральная. Где она будет находиться? Вот здесь, на этом ребре. Поэтому мы можем что сделать? Смело провести здесь прямую. Дальше. Точка А. Где будет находиться? Померим. Она будет находиться на расстоянии, на высоте вот этой. Эта высота у нас будет 15. А расстояние вот здесь померим до точки А. Это будет отсюда до сюда. 28. Так, отмеряем. 28. Ну и вверх у нас всего 82 минус 15, получаем 67. Отмерили. И здесь изобразили точку А. Подписали, что это точка А. Есть. Ну а теперь давайте подумаем, где будет находиться точка вот эта Б. Ну, она Б будет находиться, А и Б, видите, она будет находиться на таком же расстоянии от ребра, как и А, да? Поэтому мы можем здесь что? Провести вот этот отрезок. И этот отрезок у нас получался здесь равным
если его провести точно, 14 миллиметров. Поэтому проведем отсюда еще 14 миллиметров отрезок и поставим там вторую точку. Точно так же здесь. Вот этот отрезок имеет длину, смотрим, 28 миллиметров. То проведем такой же отрезок 28 миллиметров здесь. И поставим там следующую точку. Соединим полученные точки. И далее вот эту линию мы уберем, а оставим вот эти кусочки ребра. Саму линию уберем. Вот что у нас и получилось. Вот это и есть развертка. На этом материал сегодняшнего занятия все закончен.